Привет, друзья! Сегодня приготовим знаменитый торт Наполеон с большим количеством хрустящих коржей и нежным заварным кремом. Тортик будет влажный и хорошо пропитан. Приготовим заварной крем. Покажу вам секрет, как его приготовить без единого комочка. Нам потребуются яйца, сахар, молоко, мука и ванильный сахар. Муку можно заменить на кукурузный крахмал. К сахару мы добавляем муку и все тщательно перемешиваем. Затем добавляем немного молока из общего количества и нужно хорошо размешать смесь до состояния густой сметаны. Затем добавляю ванильный сахар, можно ванильный экстракт или пасту. Добавляем яйца и все снова хорошо вымешиваем до однородности. Это можно делать силиконовой лопаткой, можно венчиком, можно даже на минимальной скорости миксера. Но миксер уже используйте, когда добавляете яйца. Посмотрите, у нас с вами нет ни единого комочка. Весь секрет в том, что нужно в правильной последовательности соединять ингредиенты для крема. Оставшееся молоко я выливаю в кастрюлю с толстым дном и ставлю на огонь. Нам нужно довести его почти до кипения, чтобы начал появляться вот такой дымок. Затем добавляем горячее молоко в нашу яичную смесь и перемешиваем. Затем переливаем яично-сахарную смесь обратно в кастрюлю с толстым дном и варим на среднем огне. Нам нужно, чтобы эта масса вся загустела, но обязательно постоянно помешивайте. На это уходит примерно 7-10 минут в зависимости от мощности. Посмотрите, масса уже начинает густеть и у нас по-прежнему нет никаких комочков. Когда масса стала густой, я сразу убираю с плиты и переливаю в другую емкость, чтобы крем не подгорел к дну кастрюли. Затем накрываю крем пищевой пленкой либо крышкой и отправляю в холодильник до полного остывания. Когда крем остыл, добавляю в него кусочками сливочное масло комнатной температуры и взбиваю до однородности. На это уходит примерно 3-4 минуты, и наш крем готов. В просеянную муку добавляем холодное сливочное масло. Достаньте его прям из морозилки за полчаса. Также можно натереть его на терке, но я привыкла перетирать муку с маслом руками. Нам необходимо все перетереть в крошку. Вот такая крошка должна получиться. В очень холодную воду, я прям заранее поставила ее в морозильную камеру, добавляем немного водки и соль. Все ингредиенты будут указаны под видео. Добавляем одно яйцо и хорошо перемешиваем вилкой. Делаем углубление в нашем тесте и добавляем жидкие ингредиенты. Вначале я буду замешивать вилкой, затем буду замешивать руками. Наша задача соединить все ингредиенты, а не вымесить тесто. Работать нужно очень быстро, чтобы масло не успевало таять. Вот такое тесто у нас получается. Кусочки масла прям должны быть видны. Тесто не должно быть полностью однородным. Нам нужно просто соединить ингредиенты. Далее я разделила тесто на 15 вот таких колобочков. И накрываем сейчас их пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум на 2 часа. Можно отправить на ночь. Они должны хорошо охладиться, для того, чтобы тесто у нас получилось именно слоеным. Вес каждого шарика 65-67 грамм. Прошло 3,5 часа, мое тесто хорошо охладилось, и теперь я буду его раскатывать. Раскатываю я всегда на пергаментной бумаге. Присыплю немного ее мукой, чтобы тесто совсем не липло, и начинаю раскатывать. Для того, чтобы был максимально ровный корж, я поворачиваю лист бумаги прям с коржом и вот таким образом максимально его катаю, чтобы он был максимально тоненьким. Остатки вырезаю кольцом для сборки торта. Также можно использовать тарелку, либо крышку от кастрюли, либо просто ножом.
Обязательно накалываю вилкой, обрезки по кругу я не убираю, их я буду использовать для крошки. Вот так у меня корж выпекался 7 минут. Выпекаю я при температуре 200 градусов 5-7 минут, вот до такого румяного цвета. Я испекла все коржи, они получились красивые и румяненькие. Сейчас будем с вами начинать собирать торт Наполеон. Берем блюдо, на котором будем собирать торт Наполеон, ставим немного крема и выкладываем первый корж. Затем промазываем его. У меня на каждый корж уходит примерно 2,5-3 ложки крема. Диаметр моих коржей 22 сантиметра. Хорошо промазываем каждый корж. Я напоминаю, у меня на каждый корж уходит примерно 2,5-3 столовые ложки крема. Таким образом собираем весь торт. Когда вы собрали весь торт, у меня остается еще немного крема, я хорошо смазываю бок торта. Это можно делать ложкой, но удобнее ножом, либо кондитерским шпателем. Обрезки, которые у меня остались после выпекания коржей, я измельчаю, но не делайте их сильно мелкими, очень вкусно, когда попадаются достаточно крупные кусочки. И с помощью силиконовой лопатки, либо же просто рукой аккуратно присыпаю весь бок торта. Я присыпала весь торт крошкой, и теперь я отправляю его в холодильник на ночь. Он должен простоять в холодильнике и хорошо пропитаться минимум 5-6 часов. Желательно его прикрыть пищевой пленкой, чтобы он не напитал запах холодильника. Посмотрите, какой торт получается сочный. Это очень вкусный рецепт торта Наполеон. Тортик мягкий, сочный, вкусный, ароматный. Я вас уверяю, он вам очень понравится. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это помогает каналу продвигаться.